Всем привет! С вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, как мы и обещали, важные новости на нашем канале не заставят себя ждать и выйдут максимально оперативно. Так и случилось, ведь сегодня утром судья Мехта выдал судебное постановление по делу Гомес для победителей лотереи Девиз 2020 и резерву 9095 виз, эпопея с которыми длится уже больше года. Решение, к сожалению, получилось не совсем таким, как ожидали многие из нас, но на самом деле это уже результат и очень неплохой. Ссылку на постановление судьи, которое растянулось на 53 страницы, вы найдете в описании под видео, как и ссылку на твиттер Моррисона, где он уже выделил все основные и важные моменты из постановления в отдельные ветки и добавил свои комментарии. Но мы сейчас тоже максимально коротко пройдемся по самым важным моментам и попытаемся понять, кто из победителей Девиз 2020 наконец-то начнет получать зарезервированные визы, а кто нет, и как все это повлияет на победителей лотереи Девиз 2021, решение суда для которых вынесено еще не было. Итак, судья согласен с тем, что произошли необоснованные задержки по выдаче виз, и не согласен с тем, что визы не могут быть выданы после окончания фискального года, несмотря на примеры, которые привели государственные ответчики по другим судебным искам. Ведь все иски, приведенные в качестве примера, были начаты после окончания фискального года, в отличие от данного случая. Кроме того, решение о резерве 9095 виз также было принято еще до конца фискального года, а это значит, что оно не противоречит законодательству. Однако по этой же причине судья решил не пересматривать и не увеличивать количество зарезервированных виз, так как новое решение выходило бы за рамки фискального года, и государственные ответчики, скорее всего, подали бы апелляцию, тем самым затянув процесс на еще более длительный срок, или вообще смогли бы добиться отмены постановления. К сожалению или к счастью для многих, смотря на то, состояли вы в иске или нет, судья постановил выдачу данного резерва в случайном порядке до того момента, пока все 9095 виз не будут выданы. Простыми словами, это означает, что истцы не получат приоритет, и визы смогут получить даже те, кто в исках не состоял и вообще не парился по этому поводу. Кроме того, это означает и то, что если ваше посольство не работает, как, например, в России, Узбекистане и десятке других стран, скорее всего, вас на собеседование не позовут, ведь до того момента, как посольство начнет работать, резервы исчерпаются победителями из других стран, где посольства хоть немного, но работают и будут отправлять приглашения на интервью. Временных рамок на выдачу резерва в этом судебном постановлении озвучено не было, и судья предложил сторонам договориться самостоятельно в этом вопросе. Но если до 25 августа этого года стороны не придут к общему знаменателю, скорее всего, судья сам установит временные рамки и выпустит окончательное судебное решение. Это был максимально краткий обзор на постановление суда из 53 страниц, который уместился всего в несколько минут. И если, на ваш взгляд, мы упустили что-то важное или озвучили недостаточно точно, пожалуйста, поделитесь своим мнением в комментариях. Как вы видите, под всеми нашими видео сотни комментариев, а некоторые ветки растянулись на дискуссии из десятков ответов. И это значит, что наш канал полезнее многих форумов, и, скорее всего, внимательно просматривая видео, читая комментарии, вы сможете найти ответы на все интересующие вас вопросы. По нашему личному мнению, несмотря на то, что это, можно сказать, победа, решение все равно не удовлетворяет даже половину желаний и требований истцов, которые вместе с адвокатами и начали этот процесс. Заплатили деньги и поставили свою жизнь на паузу в ожидании решения, которое затянулось на такой длительный период. А кроме того, это постановление может повлиять и на решение по искам для победителей Девиз 2021, ведь теперь хотя бы немного стало ясно, на что готов пойти судья и какие требования он может удовлетворить, а какие нет. Но не будем забегать вперед, делать прогнозы и гадать на кофейной гуще, а просто дождемся решения, ведь угадывая мы все лишь потратим еще больше нервов, подарим себе ложные ожидания и ни к чему хорошему это в итоге не приведет. Мы, как всегда, будем следить за ситуацией, изучать судебное постановление и как только появится новая важная информация, обязательно сообщим. А пока что предлагаю вам делиться своим мнением на этот счет в комментариях. Как вы считаете, отлично это решение или нет? И соответствовало ли оно вашим ожиданиям? Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.